Их месяц везли, это был вагон для скота. Угол вагона пробито дно. Вот их месяц везли, они все обовшивели там. И мой дед по отцу, он что-то случилось с головой. Но отец-то мне этого ничего не рассказывал. И мать мне ничего не рассказывала. Они вообще ничего не рассказывали. Беломорско-Балтийский канал – одна из знаковых строек в истории нашей страны. Канал позволил соединить Белое море с Балтийским, дал выход в северные воды и вместе с тем стал первой большой стройкой в Советском Союзе, на которой массово использовали арестантский труд. Именно на опыт строительства Беломорканала ориентировались при последующем создании системы исправительно-трудовых лагерей и его главного управления, или сокращенно ГУЛАГ. 126 тысяч строителей, из них 115 тысяч заключенные. Один говорит 12 тысяч, другой 80 тысяч. Никто даже не считал. Представьте себе, когда эта стройка началась, не было никаких условий. Они жили под открытым небом. Кирка, лопата, ручное зубило. Как в Египте пилили. Да, как в Египте, да. Просто удобно было их тут расстреливать и закапывать. Видите, песочек, ведь камней мало. Неужели была такая необходимость строить так быстро канал, за 20 Надо. месяцев? Как Саня сказал, нам канал нужен как воздух, как вода, как хлеб. Без канала, он сказал, мы пропадем. А на самом деле мы бы пропали без канала. И потом смотришь под документами подписи прокуроров, генералов, больших начальников. Ну, абсолютная чушь. Как нам относиться, нам, молодому поколению, к этому? Вот мы почему-то, русские, любим свою историю чернить черными красками. Большие сдвиги на земле никогда не проходят без человеческих жертв. Человек не представляет ценности для правителя, когда правителя рождается что-то в голове. Мы для государства или государство для нас? В 2020 году мы отправились в Карелию, где находится канал, чтобы снять этот фильм. Мы пообщались с потомками репрессированных, рабочими и жителями канала. Кто-то из них ужасается тому, через что прошли поколения каналоармейцев, а кто-то, наоборот, отдает должное советской власти и оправдывает методы строительства канала. Беломорканалу уже исполнилось 90 лет, и он все больше превращается в огромный умирающий памятник. Необходимость в постройке водной артерии из акватории Балтийского в Белое море осознавал еще Петр I, а в XIX веке были даже подготовлены несколько проектов строительства канала. Но по разным причинам его разработка из раза в раз откладывалась. Все изменил приход Сталина к власти. Тогда было решено построить канал любой ценой. Чтобы сегодня пройти по каналу, необходимо преодолеть 19 шлюзов, около 100 сложнейших по тем временам гидротехнических сооружений и 227 километров водного пути. Все это чудо инженерной мысли было построено всего за 20 месяцев. Для сравнения, строительство в тропических широтах 80-километрового Панамского канала заняло 10 лет, а строительство в североафриканской пустыне Суэцкого канала заняло более 10 лет. И это за 60 лет до строительства самого Беломорканала. 20 месяцев. Тяжело представить, там, например, Суэцкий, Панамский строили 10-15. Знаете, я не люблю сравнивать Суэцкий и Панамский. Я знаю эти цифры. Там тоже были свои всякие препятствия. Поэтому, ребята, я не могу судить, почему там так строилось, а у нас так строилось. Ну, нам нужно быстро все. Тот же самый Суэцкий канал. Времени в 10 раз больше ушло. Ну, согласен, там все-таки они строили в песках. А тут что, было легче? Тут скалы, блин. Бригада одна взрывает, а дальше что? Остальные с тачками, все это делаются мазки, все, и все это порода вывозится. Я вот в Поминце спускался в шлюз, в самый низ, походил по самому дну. Там просто чуть ли не девятиэтажный дом, высота. Представляете, это вот столько снять и в длину корабль полностью, сколько там, 100 метров. Неужели была такая необходимость строить так быстро канал, за 20 Надо. месяцев? Как Саня сказал, нам канал нужен как воздух, как вода, как хлеб. Без канала, он сказал, мы пропадем. А на самом деле мы бы пропали без канала. Можете представить, мы бы не могли провести корабли туда, на север, и создать просто флот. Это мое личное мнение, я так считаю. Ведь англичане выходили с норвежцами в наши моря,
и наносили нам страшный экономический урон. Это и тюлени, это и крабы, это водоросли, это они все брали к себе. Вот если бы мы освоили север, это было все наше. И нам никаких претензий ни Норвегия, и никто бы не предъявил. А сейчас предъявляют? Подождите, но наши... А я откуда знаю? Это пусть наши президенты разбираются. Ой, выкиньте это все, не записывайте. Беломорстрой – это не только 118 крупнейших сооружений, не только 10 миллионов кубометров земляных работ, не только 921 тысяча кубических метров рубленых деревянных режей, но и до 1500 рационализаторских предложений, идущих от низовой массы инженеров и техников. Вот весь этот шлюз, грубо говоря, в скале, вырубленный руками. Киркой и лопатой. Кирка, лопата, ручное зубило, шурфы, тачка. Ручное зубило, что это из себя представляет? Для взрыва надо, сейчас перфоратор взял, раз, набурил, да. А тогда, чтобы взорвать скалу, надо было отверстие вбрить. Вот, брили отверстие вручную. Вручную? Вручную. Так берут каилу. Я правильно понимаю, что это как в Египте пилили? Да, как в Египте, да. Поднимают, так вот крутят, а второй кувалдой. И вот потихоньку и бурили. Почему нельзя было это как-то механизировать здесь, не знаю, тогда? Вообще ничего не было? 33-й год возьмем раз, да? Откуда оно могло быть в нашей России молодой? 2 компрессора на один промежуток. Надо, это только одни 19 шлюзов надо сделать за 1,5 года. А сколько дамб, плотин, это же все непомерно, да. Все сооружения на канале были построены из дерева. Однако леса вдоль канала не хватало. И для этого была построена система дамб для сплавки дерева, охватывающая близлежащие реки и озера. Здесь как раз вот находится так называемый гидроузел, который держал уровень воды. Как видите, в лесу все сохранилось практически идеально. То есть принцип какой? 2-3 человека крутили, здесь поднималась Затворка, задвижка. затворка, она в данный момент уже сгнившая. Был сделан желоб, по которому уже уходило по этому желобу бревна, сплавлялись уже туда, на следующее озеро. С того озера по точно такому же принципу еще на озеро, которое еще ниже находится. И так вот постепенно все это выводилось на речку Унижма, и по этой речке уже сплав шел непосредственно на стройку Беломоро-Балтийского канала. Канал работал 25 лет, это же вы уже знаете, без электричества. Вот уникальность. Построили канал так, как в природе. Вот бежит ручеечек сам по себе и гонит наши кораблики. Перекроем, ну сделаем какую-то маленькую дамбочку. Он повернется, и он побежит кораблик. Вот что интересно. Вода по каналу бежит самотек. Она толкает корабли сама. Тут, я так думаю, если смазать вот это, сделать желоб и восстановить, она будет работать. И сейчас. Вот гвозди, обратите внимание, выдернул 2 гвоздя, металл. То есть вот сверху налетик небольшой, все, гвозди, это гвозди просто, не говоря уже об этом. Всю работу, которую выполняли осужденные, большинство, это бывшие крестьяне. А на селе все умели, и были кузнецы, и плотники, и столяры, поэтому все практически, что делалось, это делалось специалистами. Нам начальник шлюза говорил, что на новых воротах новые болты просто съедаются за несколько лет, просто от них ничего не остается. Вот 90 лет лежит. Отлично. Мы эти 20 месяцев работали не зря. Теперь уж мы бетонщики, монтёры слесаря. Люди всю жизнь мечтали о том, чтобы мы вышли на просторы Балтики. Строители мечтали, в смысле, заключенные каналоармейцы? Или Каналоармейцы за совесть строили, действительно, они знали, что... Ну, это был лагерь, ребята, тут все было. Я же не буду вам все подробно рассказывать. Но умные, талантливые инженеры здесь были, действительно. Гении. Откуда их взяли, этих Ну, инженеров? они заключены были.
примерно все говорят, больше 80% было просто уголовного элемента. Больше 80%? Да. Как только мне сказали, что поеду строить какой-то канал, я сразу решил, убегу, раз пришел к нам воспитатель. Ударникам, говорят, льготы, ударные питания и почет. Слушай я его, как будто подменили меня. Азарт такой к работе появился, к каналу, что все забыл. Получил я значок ударника. Значком я очень гордился и сейчас горжусь. И ни за что с ним не расстанусь. Потому что здесь, на Белморстрой-канале, я нашел свою точку в жизни. Вашего отца, насколько я понял, раскулачили, сюда прислали, с Да. Украины. Да. А он рассказывал, как они жили там, в Житомире? Они жили хорошо. Если было 2 коровы, например, и 2 лошади, значит, ты уже считался, что уже зажиточно живешь. Отца забрали и его забрали. Он рассказывал, в каких условиях здесь строился канал, вообще, что это такое было? Ну, как сказать, говорил все, что, какое строительство было. На тачках возили все. Был ручной труд, не механизированное. Все было ручное. Из воспоминаний чекиста Семена Моисеева. Обстановка была безобразнейшая. Этапы приходили большие, один за другим. Людей привозили голодных, больных, замерзших. Открываем, бывало, дверь вагона, а оттуда мертвые, как по линии, падают. Представьте себе, когда эта стройка началась, не было никаких условий. То есть, когда пригоняли осужденных, кто у них оставался? Они жили под открытым небом. У них даже палаток не было. Самое большое, что у них было, это костер для обогрева. Это по первому. Из воспоминаний Юрия Анненкова, сына Раскулаченного. Мы как раз застали то время, когда зэки в 3 смены рыли русло канала и строили сами ворота шлюза. На Тунгуде был огромный лагерь на 25-30 тысяч человек. В помощь уркам привезли сюда и кулаков. Техникой на строительстве ББК были тачка, кирка, лом, лопата и динамит. Почти каждый день я видел, как урки на тачках по высоким дощатым трапам вывозят мерзлый грунт с дна русла канала. Те, которые были физически здоровы, работали сноровисто и не роняли полную тачку, но были такие, которые едва передвигали ноги. Часто, поднявшись на среднюю высоту, а то и на самый верх, эти люди теряли равновесие и вместе с тачкой летели вниз. Исход был один – неминуемая смерть. Все ли заключенные были справедливо осуждены? Ну, мне кажется, ответ очевиден на этот вопрос. Конечно, нет. Не все или, как я слышал, что 80% примерно среди них были... Ну, я считаю, что урки. большая часть. Большая часть Я считаю, что несправедлива. большая часть несправедлива. Из дневника Сергея Алымова, поэта, сосланного на Беломор-канал. Сгусток жизни. Где-то целуются, творят, гуляют, смотрят картины, слушают музыку, сидят в театрах, танцуют в шелках. А здесь вонь, вши, мат и крикливые жалобы. Молчаливый разговор, на сердце мука, сырой промозглый воздух, принципиальная монотонность. Разумеется, чтобы построить канал, одних только рабочих рук было недостаточно. Поэтому в Карелию по надуманным делам были сосланы сотни инженеров. Спецы, они все же использовались по специальности. Их на котлованах не бросали. Сначала взяли самого главного. Инженера в Москве, профессор, такой Резенкамп, его фамилия была. Завели дело, называлось там дело там, о вредительстве, Резенкамп и прочее. Резенкамп назвал имена людей, которые могли это делать, инженеров своих учеников. Они занимались там строительством растительных систем в Средней Азии. Их сгребли как нево там просто всех. Привезли сюда. Они жили также в бараках? Сначала Или это что, были шарашки? Отдельно. Это как... Ну, кормили, все, в этом смысле не было. Они были свободны и все такое прочее. А потом, когда у некоторых срок заканчивался, они становились вольнонаемными.
И вот когда читаешь документы, вот, например, плотину 29-ю, там строил вольнонаемный Воробьев. Это не надо обольщаться, потому что он был вчера заключенным, сегодня у него срок кончился, его освободили, но никуда уехать не дают. Их же сначала собрали в Шарашке. Шарашка — это что такое? Это проектный институт. За еду. За еду, за хороший красноармейский паёк. Там только на «вы» со всеми разговаривали. Но это было заключение. Тебе поручили разрабатывать узел там какой-то в гидросооружениях. Разработал этот узел. К этому времени началось строительство канала. И тебя отправляют в бригаду, которая этот узел уже в натуре контролирует, как его строят. Вот то, что ты сделал. На каждом объекте была бригада из таких вот людей, инженеров, которые проектировали это. Они не сидели в Москве, чтобы с ними согласовать, нужно было неделю, да? Он сам видит все и сам будет отвечать. Строители воплощают, он здесь осуществляет контроль. Инженер Садовский, когда же вы сдадите ваш доклад? Я еще не ознакомился с участком. Вот, знакомлюсь. Торопитесь, инженер. Мы опаздываем со строительством. Из воспоминаний инженера Натальи Кобылиной. Помню жуткий день. Затоплялась дорога, ведущая к карьеру, откуда брали грунт для плотины. Поддержать ее являлось непосильной и обременительной по нашим ресурсам и, пожалуй, сомнительной работой. Как обеспечить подвозку? Думать было некогда. Экстренно решили в один день построить окружной путь с мостами. Сутки без отдыха работали. Спустились сумерки. Ночь ветреная, беззвездная, дождливая. С фонарями стоим на перемычке. Теперь опасности нет, на завтра путь готов, но надо следить за водой, чтобы бешеный поток, который сейчас перельется через дорогу, не размыл только что построенную, ограждающую дорогу перемычку. Но яростные волны уже лижут верхушку дороги, шум усиливается, где-то прорвался поток. И затем с неудержимым ревом стремительно бросилась вода, срывая старые забои и сложенные штабеля камня. Что с ними стало? С инженерами, которые строят? Очень разная судьба. Очень разная судьба. Ну вот арест Вяземский пережил все и жил прекрасно. Жук Сергей Яковлевич. Его именем был назван институт, он похоронен в Кремлевской стене. Кого-то потом, скажем, как Наталью Евгеньевну Кобылину, в 1942 году ее арестовали. Вменили ей, что она дома содержит приемник-передатчик, и все. Но она была сильная женщина, и когда ее первый раз арестовывали, она приняла яд, но ее откачали там на Лубянке. А второй раз повесилась в камере. Хотя все знали, что их будут арестовывать, все готовились к этому. Ну, вокруг, когда всех арестовывают, коллег, допустим, да, ну, ты ждешь уже, ну, скоро за мной придут. Муж ее, который тоже здесь сидел в управлении, я смотрел, дата смерти, 43-й год. То есть никто из тех, ну, практически никто из тех, кто был осужден по 58-й статье, с приходом войны почти не пережил войну. Да, я должен, никто из них, а сказать, редкий пережил войну. Почему же советская власть решила использовать труд арестантов? Ключевую роль в этом вопросе сыграла фигура Нафталия Ароновича Френкеля. Именно этот человек, попав в Соловецкий лагерь в качестве заключенного, разработал систему использования арестантского труда, а впоследствии стал начальником работ Белбалтлага. Френкель вообще предложил эту идею использовать заключенных для работы. Он попал на Соловки. Достоверной информации про его биографию очень мало. Доподлинно неизвестно даже, где он родился. Сам он утверждал, что учился в Германии строительному делу. Разные биографы приписывают ему криминальную связь с известным одесским авторитетом Мишкой Япончиком. В 1923 году Френкель попал за решетку, и его приговорили к высшей мере. Но позже, по какой-то причине, смертный приговор был заменен на 10 лет заключения. Так он и попал в Слон, Соловецкий лагерь особого назначения. Где Соловки был настоящий классический лагерь. Политически отдельно сидели, проводили собрания, священники служили службу. Туда попал Френкель. И он стал потом писать, что ж такое вообще. Они враги государства, а государство их бесплатно кормит. Ой, чудо, да что это такое? Пусть и не работают. И в 29 году, в мае, Политбюро дважды или трижды обсуждало вопрос об использовании труда уголовных арестантов, а потом вышло постановление. И Соловки — это был первый опыт. Они там сразу прекратили все театры,
Прекратили все журналы, которые там были. Все это было прекращено, попы острижены. Все стали горбатиться. Но Соловки-то остров маленький, там архипелаг, 24 на 36 километров. развернуться, И они быстро вырубили весь лес, быстро выкрошили все торф, болот. Страшно понравилось, потому что пошли деньги. И они стали сдавать заключенных в аренду. Канал-то ведь очень давно хотели построить. Но когда считали, сколько выйдет затрат, то никто за это не брал. Я в книгах своих привожу, например, документы, когда там актируют людей, больных, там все такое, они там сидят, их лечат, все. А тут сразу всех стало не хватать по лагерям. Просто не хватает людей. Давайте, ребята. И вот Беломор-канал был первый вот этой каторгой, первый, когда вот использовали... Пилотный проект. Пилотный проект, да. Мгм. Вот использовали вот этой, как его сами чекисты называли, франковилизация. И они стали горбатиться здесь. То есть это каторга была, это средневековая каторга. Из письма заключенного Соловецкого лагеря. Мы, заключенные, которые возвращаемся из Соловецкого концентрационного лагеря по болезни, которые отправлялись туда полные сил и здоровья, в настоящее время возвращаемся инвалидами, изломанными и искалеченными морально и физически. Такого ужаса, произвола, насилия и беззакония даже трудно представить человеческому воображению. Это вообще зверь, а не человек. О нем все отзывались. Просто это было. А зверь в каком плане? Ну, живодер. Хватка вот такая зверская была. Все помнил. Мог придраться вот костяк и мелочи. Сколько лопат привезли, например. Вы даже этого не знаете. Сколько? А черт знает. Канал Армейцы. Не готовы основные каналы и шлюзы, а до конца строительства остаются считанные дни. Отсрочки не будет. Солнце определило срок. Нужны героические усилия. Слово за вами, ударники. Близится половодье. Весну мы должны встретить готовыми сооружениями, или вода, которую мы захватили дамбами, сметет результаты неслыханных трудов истекшего года. Вперед! На штурм за первомайскую победу! Приехал Френкель и вызывает всех начальников отделений. Все они боялись, скажем, весны, потому что какой будет весна, как быстро будет таять снег. Они строили гидросооружения. Вдруг будет большой паводок, все смоет. Как к этому относиться, как формировать работу? Инженер такой, Могилка был, он там стал с этим логарифмической линейкой, что-то ему доказывать, там всем рассказывать. Он говорит, да бросьте вы нафиг эту линеечку. Вы сходите к старикам, поговорите со стариками. Как тут было, что тут было, что нам ждать? Старики лучше скажут, чем вы со своей логарифмической линейкой. Френкель ему говорит. Методы Френкеля. Методы Френкеля. Ребятки, вы же знаете его методы, а я что могу знать о нем? О нем вообще не писали нигде. То есть вы про Френкеля не знали до Ничего перестройки? мы не знали. Вот немножечко написала Ирина Гавриловна 2 строчки. Я нигде о нем не читала. Вот хорошо Гнетев написал в последней книге о нем. Ну как вы думаете, что историческая оценка вообще должна быть сегодня? А я его так оценю. Он умница, он талант, благодаря ему, считаю, канал, он же где-то под 50 лет ему было. Я считаю, это заслуга его перед этим. Но я его осуждаю, что для него была человеческая жизнь ничто. Умирает там человек, ему плохо, это был уже лагерь, заключенный здесь, и все, его это не интересовало. Что можно сказать про Френкеля точно, так это то, что в любой ситуации он умел выживать и при этом извлекать выгоду. Когда 161 километр, 5-й канал сдали, там митинг, позвали его, все это вот он, вырубили в скале 6 километров, все там за 100 дней. Вот в такой. В такой. Пришел Френкель в чистеньких сапогах, прошел по дну и сказал, чистенькая работа, и ушел. Несмотря на то, что большой террор прошелся по многим руководителям репрессий, Нафталию Ароновичу Френкелю удалось его пережить. Он умер в 1960 году в возрасте 77 лет. Как так у него получилось, что всех его покровителей расстреляли, даже Берию, а он умер своей смертью в Москве? В 60-м году. Он очень чувствовал, он знал очень много, большая информация у него была. Он очень таким
просчитывал много ходов вперед. Ведь дело в том, например, известный факт такой, что когда под Сталинградом случилась вот эта беда, когда обороняли уже в городе фактически, да, он предложил идею создать там рокадную железную дорогу. Рокадная — это значит вдоль фронта, сзади. И он снял рельсы, вот там, где-то в районе Воркуты. Их сюда перевез быстро и в считанные дни буквально построил эту рокадную дорогу. За несколько тысяч километров они сняли рельсы, Сняли, привезли под Сталинград, и поставили в считанные дни. В считанные дни построили эту дорогу рокадную. Да. У него или были свои люди, которые там информацию ему сливали, или что. Но он вовремя уходил. Он и здесь ушел, он же был на службе, он был в почете, все. Но он чувствовал, что скоро будут с НКВД спрос. И он написал заявление по болезни, ушел в отставку и жил в Москве. Через некоторое время он, когда ушел, там вот вымели в НКВД многих. Его там покровители, в том числе и тех, кто он там с кем работал. А его не тронули. После окончания строительства канала была дана официальная цифра, эту мы называем в музее. 126 тысяч строителей, из них 115 тысяч заключенные. Спрашивают, сколько точно было на строительстве. Я все время говорю, что было ровно столько, сколько надо. Если нужно было больше, было бы больше. То есть точное число мы никогда не узнаем? Никогда. Полковник Сысоев называет, историк спецслужб, как он себя называет. Он говорил, что через все учеты по Беломорканалу прошло 250 тысяч человек. Сами руководители этого строительства называли и 124 тысячи, и 140 тысяч. Но я вот, например, больше почему-то верю инженеру Оресту Вяземскому. Потому что он не заангажированный человек был, он далекий от политики человек. Он назвал цифру работающих на линии, как он говорил, то есть на трассе, 160 тысяч человек. Одномоментно? Одномоментно. То есть в какой-то момент они могли добавляться? Да. Но это, опять же, это работающие на трассе. А люди, которые валили лес для канала, он же был деревянный, они были в лесные командировки, он их не учитывает. Это же плюс. И поэтому вот эта вот байка, которую кто-то говорит, что на каждом метре должно быть там по зэку, она вполне реальная. Многие люди потеряли свою жизнь на Беломорканале. Однако установить точное число погибших до сих пор тяжело. Цифры разнятся. Но можно сказать с уверенностью одно, что счет идет на десятки тысяч. На конференции, которая была около 10 лет назад у нас в Медвежьегорске, наши петрозаводские историки, они озвучили такую цифру, что 86 тысяч человек погибло при строительстве Беломорско-Балтийского канала. Советская историография, она, конечно, у нас занижает эту цифру, это порядка 11-12 тысяч человек. Но некоторые историки, да, считают, что цифра еще более высокая, чем 86 тысяч. Точно достоверно сказать, но это очень сложно. Да, я считаю, Потому что эти это... цифры ничем не подкреплены. Абсолютно, да. Вот мы почему-то, русские, любим свою историю чернить черными красками. Да, были здесь смерти. 12 тысяч, многие говорят, погибло там, до 100 тысяч, до 85 тысяч. Ну, как сказал наш русский режиссер, вы его прекрасно знаете, Владимир Бартко. Знаете? Да, конечно, Бортко, да. Что он сказал? Что? Ну, хватит историю свою чернить. Мы забыли Францию, мы забыли Англию, Карамбеля, забыли Медичи, что там случилось. Большие сдвиги на земле никогда не проходят без человеческих жертв. А что, хотели, чтобы погибло 1-2 человека здесь строить этот канал? И такой вопрос. Я заметил, что у вас здесь портреты Сталина. Сегодня редко где можно их увидеть. Есть, это очень плохо, сразу что мы редко можем увидеть портреты Сталина. А что это сегодня? Это с чем Ребята, ассоциируется? С порядком? А я опять же скажу, это наша история. А почему этого человека я должна вычеркивать из нашей истории? Его никто не вычеркивает. Никогда. Я к этому человеку и плохую его сторону, и хорошую я беру. Почитайте «4 чуда Сталина». Я много читаю об этом человеке, и поэтому мне о Сталине не говорить. Если молодежь не знает, кто такой Сталин, вот пусть знают, пусть его видит портрет. Вот и все. Это исторические герои, понимаете? Вот этот порядок-то поддерживался тем, что стояли часовые с винтом
И ты знал, что если будет промашка, ты можешь, тут вот недалеко тебя и отвезут. Люди становились с каждым днем все более и более жестокими. Те, которые владели этой властью. Потому что им казалось, что в этом что-то есть их могущество. На самом деле это было могущество обстоятельств, в которые они попадали. И начинались... Академик Дмитрий Лихачев, известный советский, а затем и российский филолог и лингвист, в 1928 году был осужден за контрреволюционную деятельность и сослан на Соловки. Оттуда он был переведен в 1931 году на строительство Беломор-канала. Полностью реабилитирован Лихачев был только спустя 60 лет, в 1992 году. И начинались издевательства над заключенными различного рода, потом наказание заключенных. В этом наказании вот эти сумасшедшие, стоявшие во главе, получали удовлетворение какое-то. Им казалось, что они выше всех. Им особенно было приятно наказать профессора, наказать ученого, наказать того, кто в нормальной жизни был бы их выше. Но тут они им владели, и им казалось, что они самые высокие. Ну, по разным оценкам, по официальным, от 12, по неофициальным 85 тысяч жертв. Никак нельзя оправдать. А вот вы не заметили вот ужаса в вашем вопросе? Вот я обратил внимание. Один говорит 12 тысяч, другой 80 тысяч. Где-то я считал 100 с лишним. Никто даже не считал. Понимаете, разве так можно? Это было чрезвычайно жестоко своим подданным. Беломор-канал хранит в себе память нескольких поколений людей, проживших здесь и погибших каналоармейцев. Константин Гнетнев и Алексей Григорович подробно исследовали истории своих семей, несмотря на то, что в то время, когда были живы их родители и бабушки с дедушками, рассказывать подробно о причинах принудительного переселения было не принято. По каким статьям были осуждены ваши родители? Они не были осуждены. Не были осуждены? Нет. Кулаков не судили. Технология была такая. В деревнях создавался комитет бедноты из людей, которые там ничего не имели. Этот комитет бедноты составлял список. И этот список передавали в районную власть. Районная власть составляла список, принимала решения, и этот список отдавали в отдел НКВД. Назначался день, собирали в эшелон, и все. Скажем, вот когда я занимался раскулачиванием на Дону, матери, да, своей, там была немножко другая история. Сначала поступали так, как вот я вам рассказал, а потом поняли, что они упускают деньги. Они имели право внедрять такой налог, который назывался кратко. Был государственные налоги, они платили, да? А еще они кратно могли увеличить любой налог. То есть, прежде чем его отправить в эшелон... Сначала грабили. Сначала грабили всего. Из воспоминаний раскулаченного Евдокима Москвина. Года 3 мы работали без выходных, а потом стали иногда поступать телеграммы от начальства, и нам один день за месяц дадут отдохнуть. А так каждый день по 10-12 часов рабочего времени. Зимой на лесозаготовках не заработаешься, день короткий, хочешь не хочешь, а завершай. А летом работай от зари до зари. Все стирки, помывки, разные домашние дела — это когда хочешь, тогда и делай. Только вот на работу попробуй не пойди. Из поселка, как правило, не убегали. Во-первых, публика сознательная, как говорится, была. Это не заключенные. За все время, помню, 2-3 отважились бежать. А так ничего. Спокойно было. Все понимали, а куда бежать-то? По тракту сплошь лагеря, а лесом ни дорог, ни троп. Никто не знает. До 40 лет вы были сыном врага народа. Да. Так не только и внукам. У меня оба деда, они здесь канал строили. Я же не хотел разговаривать с вами. Но как-то нечаянно. Вы звук пишете? Ну, смотрите. Не боюсь, что тут бояться. Да. За вторую посадку реабилитировали давно, где-то в 60-м году в каком-то. А за первую, вот, его реабилитировали только в 88-м году.
На моих глазах пришла бумага о реабилитации. На моих глазах. Я вообще ничего не понял. Что Михаил Михайлович, казенное письмо, там, ты вот, почтальерша говорит, Леша, что такое? Я вижу, ничего не понятно. Там штампы какие-то страшные такие. Не понимаю. Говорю, на. Он говорит, я не буду читать, читай сам. Не читай бумажку, что реабилитировал. И у него вообще вот даже, как вот мы разговариваем с вами, у него ничего не трепыхнулось на лице. Вы чувствовали в окружении, даже вашем школьном, да. что правознали, что враг народа? Да, конечно. То есть дети, ну, в смысле, подростки? Ну, конечно, знали. Знали? Конечно, конечно, знали. Конечно, знали. Враг народа, это такой оборот, я гораздо позднее узнал. Вот я слышал другие обороты, которые мне были обидны. Дворянское отродье, например. Мне было очень обидно это слушать. Какое ощущение бывает, когда вы неделю сидели в архивах, читали все эти истории? Очень тягостное ощущение. Потому что читаешь, например, материал «Дело» и видишь, что абсолютная липа. Ну вот читаешь «Дело», например, рабочего пути. Маленькая станция железнодорожная. У него 5 детей. Его арестовывают, предъявляют ему обвинение в том, что он там заговор против советского правительства, советского государства, что там пропаганда, агитация. И все, куча обвинений. Вот, его арестовывают, через несколько месяцев там следствие идет, вообще очень смешные сроки, и расстреливают. На следующий день приходит начальство после его ареста, а семья живет в двухкомнатной квартире. Заколачивают дверь, оставляют им одну комнату. Топка печки с той стороны, которую заколотили. Семье не к чем греться. Время конец октября. И потом смотришь под документами подписи прокуроров, генералов, больших начальников. Все это отпечатано красивой машинописью, увенчано печатями такими большими. Но абсолютная чушь. Какая чудовищная, громадная несправедливость. Человек не представляет ценности для правителя, когда правителя рождается что-то в голове. Возникает проблема такая, старая, давняя проблема. Да. Мы для государства или государство для нас? Вот человек для государства или государство для человека? Летнего какая-то книга была, он меня позвал на презентацию у нас в публичной библиотеке. И вот один мужчина вот встал, такой нормально, хорошо поставленным голосом, прилично так одет, подстрижен аккуратно. И вот он прямо с трибуны говорит, вот если бы тогда мы таких, как он, достреляли, вот на меня, ведь никаких бы проблем не было. Когда мы были маленькие, вообще никогда ничего не говорилось. Только вот в 90-е годы начали В смысле говорить не об этом. говорилось? Нам не рассказывали, какой дед был, где дед был. То есть откуда. ваша мама не рассказывала Нет, про историю деда? Нет. Во-первых, она не знала ничего, ей было 3 года. Когда вы узнали об этом впервые? О том, что он Я был раскулачен? впервые 86-й, по-моему. То есть я взрослая была. Стали открывать, было разрешено запрашивать в архивах историю своих родственников. А вы с вашими родителями обсуждали? Никогда. Никогда вообще? Вообще даже ни слова. Моя тетка, например, запрещала мне даже вспоминать об этом. То есть Чего это была я не тема знал? табуирована? Я просто ничего не знал. Когда вы узнали о том, что творилось на Беломор-канале? В конце 80-х. В конце 80-х? В середине 80-х, быстрее всего. А где было бы узнать? Ну там же жили люди, которые строили. Никто ничего не... Что вы? Никто не рассказывал? Никто ничего не знал. Среди коллективов всех канальских не принято лезть в душу. И никогда это было не принято лезть. И причем это вот как бы нигде было не написано. Вы эти бараки помните?
Нет, я не помню. Я помню уже, когда эти бараки ломали. Ну вы видели, в смысле, эти бараки? Видели, да, да. Уже когда в них никто не жил. Уже не жили когда. А когда их разломали вообще? Я еще маленькая была, так я помню, мне было, может, лет 10. В 50-х годах вот так. Сейчас уже все заросло, все. Здесь был мужской и женский лагерь. Это сейчас вот зарастает, а на самом деле это было гораздо больше пространства, большое такое пространство. И все ровное. И все ровно. Я говорю, что вот мы помним, мы ходили совсем маленькими детьми, нас родители отправляли, вон там конюшня стояла вот так, и барак большой. И мы там дрова заготавливали, оттирали доски, ломали там эти доски. И у меня такое впечатление до сих пор, я вот просто в глазах стоит количество клопов. Уже столько времени ведь прошло. Но если я, вот, например, в 47-м родился, ну в каком я, ну в 9-летнем, 8-летнем мог, в 7-летнем возрасте туда ходить, это же представь, будет 54-й год, а лагерь отсюда ушел в 33-м. 20 лет там 32, 34, клопы там жили. 30. Находили какие-то записки. Ну вот видишь, вот все выровнено, ровненько все. Такого же не бывает вот, практически, да. Это все выровнено руками, вот руками, тачками, чем еще. Бульдозеров не было. Я абсолютно уверен, что никакого вот такой проволоки здесь не было. Потому что бежать бессмысленно, куда побежишь? Туда бежать, там 100 километров болота до ветреного пояса. Туда бежать, там тебя сразу схватят, потому что там как раз все обжито. Поднимешься сразу, и там ровно-ровное болото. Там голодный бор, там ручьи идут. Там бежать некуда, там никакого жилья нет, там просто смерть голая. Лесное урочище Сандармох – одно из важнейших мест для истории Карелии. Как написано на памятном камне, установленном здесь, именно в Сандармохе с 1934 по 1941 год расстреляно и захоронено более 7 тысяч людей, среди которых в том числе и каналоармейцы. Сандармох сильно связан с деятельностью Юрия Дмитриева, который сейчас находится под стражей. Он был задержан и арестован в 2016 году. Судебные разбирательства продолжались в течение нескольких лет. И в 2021 году Дмитриев был осужден на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кто-то называет его историком, кто-то гробокопателем. Отношение к нему в Карелии неоднозначное. Но именно он в 1997 году в составе экспедиции вместе с Карельским мемориалом нашел массовые захоронения репрессированных между Медвежьегорском и Повенцом, рядом с тем местом, где начинается Беломор-канал. Вот это место для расстрела, я понял, выбрали из-за звука, то есть что здесь звук не доходит, или это неправда? И, ну, кто там в ту пору из чекистов там, или из этих расстрельных там заботился о чем. Ну, они же были хозяева, они могли делать все, что хотят. Понимаете? Ни перед кем им извиняться тут было и приседать не. Народу местного населения здесь не было. Просто удобно было их тут расстреливать и закапывать. Видите, песочек, ведь камней мало. Ну вот и все. Ну, вот только вот эта вот размашистость такая, понимаешь, вот, ни в чем не повинных людей. Откуда нужно? Я же не читал дело. Ну, за что? Ну, ни в чем не повинных. Что значит ни в чем не повинных? Были убийства в лагере. Были что угодно. Дмитриев и его соратники утверждают то, что у них там задокументировано в каждой яме, каждый человек. Нет. Не факт. Там паспорта лежали, что ли? Ну, невинно убиенные тоже здесь наверняка лежат. Конечно. Наверняка. В моей книге посаженные и умершие невинно абсолютно. Тут монахи лежат, монашенки. Много монашек, которые не называли своих имен. Вот священник. Ну, в чем он может быть виноват? У меня к нему отношение, такое сложное. Мы сейчас с ним в разных весовых категориях. Я с вами разговариваю, а он сидит в колонии, в клетке. Это нельзя, вот это недопустимо, его осуждать. Но, по крайней мере, мои бы предки были не в восторге от того, что вот этот
чрезвычайно важной, нужной темой занимаются люди с мировоззрением, интеллектом, кругозором, тра-та-та-та-та, вот как Юрий Алексеевич. Куда-то, видимо, залез сюда еще, раны еще болят. Ему предупреждали. Он еще когда приезжал, здесь, у меня в гостях был, он все хотел собрать старые дома со всех шумов, и здесь музей типа сделать. Да, он говорил. Ну, площадка есть. Я так, ради бога, чего. Ну, после этого как-то, после этих копаний, не получилось у меня. Да. Накопал на срок себе. Да, накопал, да. Ну, здесь, я так понимаю, все конфессии, все национальности Здесь Союза. даже есть национальность, вот поляки, например, да, вот много финнов, ингерманландцы все, которые приехали сюда по призыву строить социализм да, в конце 20-х. И они там все продавали, приезжали сюда строить. И вот в этой 38-й, 37-й их всех почти высекли, всех иностранцев. Только потому, что иностранец, все, объявляли его там каким-нибудь шпионом и все. Самые ужасные обвиняли их там в преступлениях против государства и сюда. 58. Ну, я так понимаю, их не сразу убивали. То есть сначала из них выбивали показания, потом... Никому эти показания. Им писали показания, которые... Все показания, я их читал, эти дела, там написаны разными руками, разный следователь писал свое, а его только подписывать велели. Таких сандармофов, по идее, ну, подобие урочищ, где захоронены люди, Полно. и заключенные, их полно здесь. Полно, конечно. И вдоль канала. Только за каждым шлюзом есть такое маленькое кладбище. Я знаю несколько таких кладбищ, но никому никогда не скажу. Пусть там люди лежат, это не по-христиански лезть туда с лопатами. Что ты хочешь найти там? Кости? Ну, можешь себе представить, что эти кости. Паспорт? Не найдешь ничего там. Фактически за каждым гидросооружением есть такое кладбище маленькое. Когда посещаешь такие места, как Сандармох, возникает вопрос, а почему же люди становятся чудовищами? Что происходило в сознании, в сердцах тех, кто расстреливал здесь людей себе подобных? Я своими глазами, вот этими глазами видел, как там вот ежегодно 5 августа на международном уровне вот эти мероприятия проводили. На международном уровне. Это же было, это я сам видел. А сегодня? В общей сложности 43 года. 43 года вы отработали на канале. канале. И ваши родители здесь работают? Мои родители работали на 10-м шлюзе. И ваши дети сейчас работают на канале? Здесь. То есть это Династия, да. И здесь таких много династий. Вот представитель начальник шлюза сейчас, да, Александр Сергеевич, это такая большая, глубокая династия. Это династия с 1933 года. У меня с 50-го года там родители, да, а у них с 33-го года. 33. Сколько лет вы работаете на канале? 41-я навигация у меня. Где мы сейчас находимся? 17-й шлюз. Поселок при 17-м Шлюзе, шлюзе. да. Сколько, вы сказали, здесь сейчас осталось людей? Так, с дачниками сейчас будет человек 15, может быть. А так зимой в поселке живет 5 семей. А сколько здесь было в советское время? Здесь было сколько? 6-7 домов, и все, в каждой семье было по 5, по 6 человек детей. А сейчас никого не осталось. За время существования канала не было ни одной аварии по вине персонала канала. За 89 лет? За 89 лет. По вине судоводителей были, суда пробивали днища, садились на мели, все было. Но по вине канала ни одной аварии за все время его существования не было. В этом году канал работает. В 2 раза больше идут пропускные суда, чем даже в прошлом году. Сегодня очевидно, что в многих городах Карелии вдоль канала люди уезжают. Был сейчас ДСП завод. Да, я слышал, да. У меня сын там работал.
Закрыли. Лесопильный завод у нас на 7-м был. Люди работали, все были обеспечены работой. Пиндушек рэп закрыли, где суда ремонтировались. А теперь ничего нет у нас этого. Все закрыли, все, ничего не нужно. Почему в нашей стране это не нужно? Почему? Вот ответьте мне. А я у вас, молодежи, хочу спросить. Молодежь является лишь жертвой этой ситуации, заложником. Поэтому Уже родились. перестройка многое нам наделала бед. Оптимистичные настроения здесь у тех, кто работает на канале? Я думаю, да. И вы верите, что будет лучше? Будет, да, верю. А какая сегодня проходимость примерно? Ну, где-то 300. За 150 дней проходит 300 судов. Но это все равно в среднем получается по 2 судна в день. А в советское время сколько было? За сутки, ну, грубо возьмем, меньше 20 не бывало. Упал примерно в 10 раз. Да, да. В 10 раз. На ваш взгляд, вообще, какое будущее у канала? На мой взгляд, будущее канала — это памятник. И не только, скажем, там, например, под ГУЛАГу, хотя и ГУЛАГу тоже, да. Дело в том, что когда строили канал, например, в Повинце, открыли очень много стоянок первобытных людей. Памятник многому чему. И так, чтобы человек проплывал по этому каналу, какой-то теплоход, он мог выйти, посмотреть что-то, узнать много чего. Но в то же время он должен быть еще и памятником. Инженерной мысли, памятником, просто памятником людям, которые здесь работали и легли. Потому что то, что они сделали, это же трудно сказать про эти вырубленные в скале вещи руками. Мне кажется, вот будущее канала — это в этом. Когда оно наступит, я не знаю. В экономическом плане канал в этом смысле ничего не представляет. Дело в том, что он выполнил свою функцию уже. На ваш взгляд, какое будущее у канала? Плохое, безрадостное. Дай Бог, чтобы не произошла техногенная катастрофа. Вот в день может быть, ну, 1-2, может быть, никого. Потом вот с утра или с ночи, допустим, и 4-5 судов уходят. Ну, они на Сегеже, надвоятся, загрузились, разгрузились. И буквально через двое суток те же опять в обратную сторону. Здесь есть вышка. Это- Похоже на телефон. Но это связи здесь нет. Здесь связи нет, здесь все через частного усилителя. В свое время маленький мальчик, живущий на шлюзе номер 9, написал письмо Путину. Этот маленький мальчик сейчас на старший энергетик работает на этот спуск. Он уже стал. Он уже вырос, он уже... Да, Уже работает, а связи до сих пор нет. Связи до сих пор. А как нам относиться, нам, молодому поколению, к этому? Молодое поколение, вот вообще и молодое, и пожилое, и среднее поколение вообще, чтобы к чему-то относиться, надо это знать. Надо не то, что знать, да, а надо максимально все силы бросить на то, чтобы знать со всех сторон вот то, что произошло. А какая главенствует точка зрения? Главенствует, это которая у нас версия, которой придерживается у нас сейчас правительство. Не очерняйте Положительные черты в том числе, да. Эффективный менеджер Да, Сталин. Да, абсолютно. Беломорско-Балтийский канал — это только положительное. То есть никаких там отрицательных черт там не было и не могло быть. Была конференция в университете Гидра, и там были серьезные ученые. И они сказали, что Беломорско-Балтийский канал, если так грубо говорить, это такое благо, которого вот 30-е годы, первый полгода, пожалуй, народ не получал. Проблема Френкеля. В другое время эта проблема была других людей. Это проблема страны и проблема взаимоотношений власти и человека, и гражданина. И вот весь сталинизм, в моем представлении, к этому и сводится. Гражданин для власти или власть для гражданина. Вот Беломор-канал был в 30-е годы. Может появиться другой такой же канал.
Допустим, сотрудница работала. 30-е годы были для нее очень тяжелы в том плане, что отец у нее был расстрелян в 30-е годы. Но 30-е годы она все равно воспринимает как тот период, в принципе, не то что необходимость, да, но это часть нашей истории. То есть, в принципе, да, человек, который поддерживает и считает, что, в принципе, это была необходимость. Строительство канала, ну, уже какими методами. Погружаясь в истории о трагической судьбе репрессированных, мы задавали себе вопрос, стоит ли грандиозная стройка такого количества человеческих жизней, и может ли государство быть важнее человека. Мы увидели, что история этого места, по сути пилотного проекта ГУЛАГа, включает в себя несчетное количество нерассказанных историй. Люди боялись рассказывать своим потомкам о том, что они пережили. В свою очередь, многие люди, живущие вдоль канала, боятся рассказывать свои истории даже сегодня. Во время съемок мы много раз сталкивались с отказом говорить на камеру. И кажется, что это очень тревожный знак для всех нас. Население понимает, что окончательных оценок по тому, чем являлся Беломорканал 90 лет назад и чем он является сегодня, давно не было. Я опасался, что у нас разговор вот и очень деликатный, сложный, непростой. Выльется в 10 минут съемки, из которых потом кажется, значит, 40 секунд какого-то фрагмента. А разве можно за 40 секунд вот жизнь? Честно, это же моя жизнь. И поэтому вот эта история канала, она и не закончилась. Я абсолютно не уверен, что она закончилась. И закончится, когда мы все узнаем обо всем. Когда архивы... Когда-то откроются архивы все, да. Когда-то перестанут туда лезть этими руками. Почищены архивы, просто были почищены. А когда? Вот где-то в советское время. На все это ссылаются, ссылки такие могут быть. Вот была эвакуация, мы эти документы отправили куда-то, да. Они где-то там пропали. Архив Беломорско-Балтийского комбината. Где он? Вот я могу назвать, где он. Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Архангельск. Он везде. Еще какой-то городок есть в Архангельской области, районный. МВД. ФСБ, вот то, что я назвал, то же самое у всех. Архив ББК. Где он? Почему он не собран? Беломорканал, безусловно, оставил трагический отпечаток в истории нашей страны. Его тень преследует нас до сих пор, и каждая рассказанная история – это шаг, который приближает нас к тому, чтобы в формуле «человек для государства» поменять первое и последнее слова местами.